Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Ваши вопросы вы можете задать мне после лекции в нашей приватной группе в Телеграме. Ссылка в описании, а пока начнем. И сегодня мы узнаем, почему ни в коем случае нельзя отпускать умершего любимого человека так, как это предлагают сделать окружающие. И почему его все же действительно нужно отпустить, только сделав это правильным образом. Когда умирают наши родные и любимые люди, отовсюду до нас начинает доноситься странное указание о том, что нам следует как можно скорее отпустить их. Об этом говорят друзья, знакомые, коллеги на работе, родственники и даже другие самые близкие люди, которые еще продолжают свой жизненный путь на планете Земля. Это «отпусти и живи дальше» слышится буквально из каждого утюга. Стоит заговорить об умершем, помянуть его добрым словом или поделиться с другими своим горем по его уходу. Словно заведенные роботы эту фразу повторяют психологи и психотерапевты, разнообразные коучи и гуру по эзотерике. Следом тут же идут множественные страшилки о том, что если много говорить и думать об умерших, сохранять их фотографии и личные вещи, то это непременно приведет к сошествию с ума, так называемой некропривязке и досрочному отбытию на тот свет вслед за покойным. Они буквально ничего не хотят слышать об умерших, стараются сразу перевести тему, как только мы о них вспоминаем, и вколотить в нас это «отпусти», чтобы мы больше никогда о них не говорили и не омрачали такими разговорами их прекрасные дни. Так происходит, потому что они боятся смерти, не хотят ничего слышать о ней и страстно желают избавиться от всего, что о ней напоминает. В первую очередь от наших разговоров и воспоминаний об отшедших. Такое «отпусти» на самом деле означает «забудь и никогда больше не вспоминай». Если вы отпустите умершего человека так, как предлагает это общество, до жути страшащееся смерти, вы больше никогда его не увидите. Потому что забвение устраняет саму возможность встречи, которая во всех случаях определяется взаимным желанием. Нет памяти, нет и желания, нет и стремления друг к другу. Это же очевидно. На таком взаимном желании и работает тот самый вселенский магнит, который тянет нас друг к другу на протяжении конкретного воплощения и в целом всю нашу вечную жизнь на разных ее отрезках, биологических или духовных. Этот магнит неизменно и приводит нас на новые встречи с любимыми. И вот вместо того, чтобы улучшать этот волшебный магнит, чтобы всячески его пестовать, холить и лелеять, нам предлагается сломать его и выкинуть на помойку. И все это только потому, что страшно. Полнейший абсурд. Так делать ни в коем случае нельзя и во всех случаях вредно, пагубно и губительно. Впрочем, как и все, что базируется на страхах. Друзья, наши книги о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира, цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и «Онкология и душа» вы можете найти в разных книжных магазинах и маркетплейсах. Ссылки на некоторые из них даны в описании. Мы очень рекомендуем эти книги для получения комплексных и системных знаний о том, как все устроено. Ну а теперь возвращаемся к лекции. И все же отпустить завершившего свой земной путь человека действительно нужно. Только делать это желательно правильно. Отпусти – это не значит забудь.
Как это видят все эти доброхоты, желающие поскорее заткнуть рты горюющим и скорбящим? Здоровое «отпусти» – это значит предоставь ушедшему полную свободу. Позволь ему беззаботно наслаждаться новой жизнью в новом мире. Не навязывай ему чувство вины за то, что он ушел. Не омрачай его продолжающуюся жизнь своей бесконечной печалью по временной разлуке. А живи полноценно, в радостном ожидании новой встречи, которая обязательно состоится в будущем. Нормальное «отпусти» – это про то, чтобы перестать лить слезы и сидеть в бесконечных депрессиях, а помочь умершему всеми имеющимися силами и возможностями сделать его загробное существование самым прекрасным и замечательным. Правильно отпустить – это значит избавиться от эгоизма, направить отшедшему всю свою любовь и все свое неравнодушие, пожелав ему всего самого лучшего на его дальнейшем пути. Безупречно отпустить значит остаться вместе и за оставшееся на земле время добиться самых впечатляющих результатов в какой бы то ни было благой деятельности к всеобщему удовольствию проживающих в обоих мирах, земном и потустороннем. И все это можно сделать ни на секунду не забывая от бывшего на тот свет, не прекращая о нем говорить и не избавляясь от его фотографий и вещей. Многие из наших читателей и зрителей лично видели, что я ни на секунду не забывал своего самого родного и близкого человека, со смерти которого и начались наши книги, наш канал и в целом наш невероятный опыт открытия мира за гранью материального. Я все время о нем говорил, рассказывал, вспоминал и на его примере объяснял вам, как устроена жизнь после смерти. С его помощью раскрывал вам устройство потустороннего мира и нашей вечной жизни. И это не только не утащило меня на тот свет, не превратило мою жизнь в ад и не свело с ума, но наоборот, привело к самым прекрасным тектоническим изменениям в моем сознании и моем существовании. Исполнению всех моих желаний и установлению режима полного спокойствия, невозмутимости и радости в моем внутреннем мире. Вот что значит отпустить и почему во всех случаях это важно сделать правильно, не слушая разнообразные выдумки, домыслы и страшилки с бабкиных лавочек. На сегодня это все, дорогие друзья. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите нас донатом по ссылкам в описании видео. Благодаря вашей поддержке мы продолжаем нашу работу. Большое вам спасибо! Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и наш приватный чат, в котором я бываю регулярно, вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на следующей лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.